Привет, друзья! С вами Макс, и я только что покушал или поел, вот, и сейчас у меня перерыв. Очень круто, что в Китае днем почти на всех работах есть часовой или двухчасовой перерыв, и весь Китай после обеда спит, да. Можно увидеть людей, спящих прямо в магазине или вот здесь вот на скамейке. Вот, это очень круто на самом деле, потому что как минимум у тебя есть возможность переключиться. О, hello! Это моя коллега, мы работаем вместе. У нее тоже перерыв. Итак, сегодня я бы хотел, во-первых, я здесь работаю, вот там за углом, за этим углом моя работа, там я работаю, и сейчас я пойду домой. Это очень близко, это совсем рядом здесь. Вот, и я хочу немножко рассказать вам о китайцах. Кто-то в комментариях спросил меня, вообще, что за люди китайцы, и я решил записать это видео. Ну, во-первых, китайцы называют всех иностранцев лаовай, или вайгуорен, и ну, это означает иностранец. И часто, ну почти всегда, когда они видят тебя на улицах, так, секунду, когда ты переходишь дорогу в Китае, всегда нужно смотреть и направо, и налево, потому что ты никогда не узнаешь, откуда поедет машина. И это очень стрёмно, очень стрёмно. Вот. Так, сейчас быстрее. И когда китайцы видят тебя на улице, они часто тебе улыбаются или как-то обращают на тебя внимание. И что самое смешное, особенно дети или люди где-то, ну, в маленьких городах, они часто смотрят на тебя очень удивленно, да, о, вайгуорен? И это очень забавно. Вот. Некоторых это раздражает, что, мол, почему ты постоянно пялишься на меня, да, пялишься, смотришь, чё пялишься? Вот. Но я к этому отношусь спокойно. И мне сложно судить о том, какие люди в Китае. Просто потому, что я иностранец, да, я лаовай здесь. Поэтому недавно моя коллега сказала мне, что китайцы по-разному относятся к китайцам и к иностранцам. Вот. И, наверное, это правда. Наверное, это правда. Я думаю, что в каждой стране это работает, да, в каждой стране это правда, что к иностранцам относятся чуть лучше, может быть, в некоторых случаях. Вот, но китайцы, да, во-первых, китайцы достаточно, как мне кажется, это мое мнение, это мой опыт, китайцы достаточно люди добрые, они всегда тебе помогают. Если ты потерялся, и если ты не знаешь дорогу, допустим, в ресторан, в кафе или к метро, ты можешь спросить на улице у людей, и они тебе всегда помогут. То есть это очень круто. Они реально всегда помогают. Во-вторых, они очень часто улыбаются. Да, я из России, и мы в России улыбаемся меньше, я так думаю. Вот. То есть китайцы, они больше, они меньше стесняются выражать свои эмоции. То есть они могут громко говорить, они могут громко кричать, они могут громко смеяться. И вообще вести себя громко. И это нормально. Вот, кстати, это место, где я живу. Это вот мой дом. Вот это мой дом. Да. Я живу там же, где я жил в прошлый раз, когда я был в Китае. Это очень забавно. Вот. И я никогда не видел китайцев дерущихся. Это тоже очень интересный факт. То есть, мне кажется,
в Китае много людей, поэтому китайцы привыкли жить друг с другом, привыкли жить рядом, среди большого количества людей. И поэтому, наверное, у них меньше агрессии, какой-то вот агрессии мало. Что еще я могу сказать по поводу китайцев? Кстати, вот я уже пришел, все, вся дорога 5 минут, очень классно. Вот здесь я живу на 6-м этаже, вот 6-й этаж. Ну, пойдемте на 6-й этаж пройдемся. О, нихао. Фух. Фух. Я поднялся на крышу. Когда-то я здесь снимал видео, прямо на этой крыше. Да, вот он, Вухан. У китайцев немножко другая дистанция между людьми. Это тоже многих смущает, многих иностранцев. Например, когда они подходят к тебе, они могут подойти достаточно близко. Вот. И, например, у нас в России это не принято. Мы всегда соблюдаем дистанцию, вот такую дистанцию. Вот. А в Китае люди могут подойти очень близко. И это тоже многих смущает, потому что это непривычно. Еще у китайцев безумная любовь к еде. Я не знаю, кто-то говорит, что это потому, что Китай долгое время голодал, да, то есть был голод в Китае. Кто-то говорит другие вещи, но для китайца пропустить обед — это что-то прям не-не-не-не, как так можно обед пропустить? Иногда, когда я в садике говорил, что нет, я сегодня не буду есть обед, многие смотрели на меня как на придурка. Да, потому что как так, почему? Почему ты не будешь есть сегодня? Ты заболел, что у тебя, что случилось? Что? Почему? Вот, и они едят очень разную еду, много достаточно едят. Вот, ну, еда довольно вкусная, хотя я не думаю, что вот большинство той еды, которую можно найти здесь в Китае, что она очень полезная, потому что часто она очень острая или очень жареная. Еще мне нравится, что в Китае люди очень заняты, то есть очень много работают, очень много, ну, постоянно чем-то занимаются. Даже вот посмотрите, вот здесь стоит женщина, она перебирает лук. Да, кстати, это очень часто, когда в Китае, вот в таких вот старых ваннах или еще где-то на крыше дома у людей есть огород. Да, это можно увидеть много где, повсюду. Утром и вечером в парках огромное количество людей делает зарядку, делает упражнения, тайцзи, цигун и так далее. И это тоже очень классный момент, что люди действительно заботятся, многие, о своем здоровье. На этом все, друзья. Увидимся в следующем ролике. И скажите, как в вашей стране относятся к иностранцам? Мне очень интересно, хорошо? До встречи в следующем эпизоде, а я пошел домой на перерыв. Пока-пока!